Садимся. Через хлопок? Он сказал, поехали. Хочется почувствовать легкость. Хочется почувствовать легкость вновь, потому что массаж дает ощущение полета. Не вниз, а полет словно птица. Разум очищается, голос становится звонче. Бархат. Голос бархат. Борода растет. Борода растет усиленно. Особенно после массажа. Одним из достижений могу сказать, что мастер Алексей вытащил у меня мышцы из спины, как бы то ни звучало, которые находились в состоянии летаргического сна. И буквально после нескольких сеансов эти мышцы проявились. Невозможный вулкан чувств и ощущений в мышцах, в связках, в сочленениях, в конечностях. Сухожилиях. В сухожилиях, подсказывают, спасибо. Потому что нагрузка новая, нагрузка под другими углами, и ты ощущаешь себя словно выплыл из бурного потока воды. Находишься где-то на пляже, рядом стоит котелок, варится чай, и ты наслаждаешься жизнью.
Я не придумываю. Просто вот расскажи, есть у тебя какие-то эмоции, что-то? Ну, я успокоился. А что, до этого нервный был? Нет. Что-то напрягало? Нет, просто очень как-то вот не расслабил, на самом деле. Может быть, я давно на массаже не был. Но такое ощущение, что я не то что поспал, а стал какой-то другой. Привет передать кому-то хочешь? Нет. Настолько успокоился, что не хочу. Но я очень верю, что Вселенная, она вся такая холистическая Вселенная, и ничего случайно на самом деле не происходит. И действительно, это не реклама и не антиреклама, но правда, вот уже, в принципе, после первого сеанса я целых 3 ночи спала без таблеток. А это, ребята, очень-очень большое достижение. Ну и, собственно, также было после 2-го и 3-го сеанса. И, в общем, не в последнюю очередь я рассчитываю, что у меня улучшится качество сна, потому что если вот вы все спите каждую ночь, вам меня не понять. Ну, потому что вообще сытый и голодный совершенно не разумеет. А если вы не спите, то, возможно, массаж будет одно из решений. Я, честно, не рассчитывала, не надеялась. Дамы и господа, вашему вниманию классический массаж спины. Первым проводится поглаживание. Но в нашей технике поглаживание мы немножко усовершенствовали. Это что-то между поглаживанием и растиранием.
into the infinite, into the infinite, into the infinite. Вслед за поглаживанием идет растирание. Мастер показывает технику пиления. Кожная складка собирается между ладонями. Хваткообразное растирание. Into the infinite, into the infinite, into the infinite, into the infinite. Растирание введением складки. Surround my eyes, fake your blend and roll the ties as you make your sacrifice. I'm your muse and you're my rise to our favorite paradise. Take my hand, hold twice till we can't run out of time. Into the infinite. You're my rise, I'm your favorite paradise. We all could never out of time. Your thoughts and then your price, tired news around my eyes. Fake your blend and roll the ties as you make your sacrifice. I'm your muse and you're my rise to our favorite paradise. Take my hand, don't think twice till we can't run out of time. Into the infinite fire, and you're my rise. I'm your favorite paradise. We all could На видео мастер проводит разминание от креста к шейному отделу. I'm your favorite paradise. We all could we'll never run out of time. Infinite. Watch the sand fall in line. We're out of time. Into the infinite. And you're my rise to our favorite paradise. Take my hand, don't think twice till we can't run out of time. Into the infinite, into the infinite, into the infinite, into the infinite, into the infinite. Thoughts and then your cries, tired news around my eyes. Fake your blend and roll the ties as you make your sacrifice. I'm your muse and you're my rise to our favorite paradise. Take my hand, hold twice till we can't run out of time. Into the infinite. Разминание длиннейшей мышцы с обеих сторон. You're my rise, I'm your favorite paradise. We all could
И завершим массаж выжиманием. Ну а тем, кто просмотрели видео до конца, мы рекомендуем подписаться на наш канал. I'm your favorite paradise. Till we conquer the divide, we'll never run out of time. Even if Далее переходим к поясничной и ягодичной области. Для того, чтобы работать с нижними конечностями и ягодицами, необходимо проработать поясничную часть. Для того, чтобы обеспечить нормальный лимфоотток от нижних конечностей к паховым лимфоузлам, к поясничным. Значит, после работы с поясничным отделом, поясничной областью, после того, как мы прогрели, произвели небольшой отток лимфовой крови, мы начинаем работать с ягодичной областью. Работается все совершенно так же, как с остальными областями тела. Движение начинается с поглаживаний. Мы подготавливаем поверхность к работе. И пытаемся найти какие-то напряжения в мышцах. Если это восьмиобразное растирание, можно как захватывать всю ягодицу, так и частями. Те же самые пересекания.
С вами студия массажа «Левша». И сегодняшняя тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, ну и мастер Евгений тоже, это головные боли и массаж. Как массаж помогает при головных болях.
Я сегодня побуду просто клиентом, которого беспокоят частые головные боли, а Евгений уже расскажет, как массаж помогает при них. В сегодняшнем видео мы расскажем вам про массаж шейно-воротниковой зоны, который помогает вам при мигренях. Как он будет происходить и почему именно он происходит в таком положении, в положении сидя, а не в классическом положении лежа. При положении сидя открываются углы для работы с шейным отделом позвоночника, что нам помогает создать более глубокую проработку. Массаж будет происходить в режиме седации, то есть наши движения будут медленные, глубокие, расширяющие сосуды для того, чтобы создать отток крови. Как нам известно, в большинстве случаев мигренозных болей головные боли возникают при застойном венозном кровообращении головного мозга. То есть венозного пучка больше, чем артериального. Опорожнение венозной системы происходит затрудненно по каким-то причинам. Из-за этого происходит застой и возникают вот такие вот мигренозные боли. А теперь сам массаж. Давай я покажу зрителям, как мы формируем нашу посадку. Подними немножко голову. Итак, для того, чтобы наш пациент смог принять положение сидя, такое удобное для нашей работы, мы специально под голову мы формируем из 2 подушек. Как это делается? На край стола мы кладем 2 подушки, примерно, чтобы они были на уровне подбородка нашего пациента или чуть-чуть ниже. Говорим, чтобы в край подушек наш пациент положил свой лоб. Так он сможет дышать нос ему не будет закрыт, а у нас откроется шейно-воротниковая зона для работы. Как мы работаем в данном случае? Основной рабочий процесс происходит непосредственно за спиной нашего пациента. Но также мы можем работать с разных сторон. То есть это с левого бока, либо с правого бока. Прогрев наши ткани, переходим к разминанию. Разминание проводим от головы в сторону спины. То есть выгоняя кровь от головы.
завершению нашего массажа нам нужно нашего пациента укутать полотенцем, немножко его примять и дать посидеть несколько минут. Отметим и предупредим нашего пациента о том, что после данного вида массажа могут возникать головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах. Если такое произойдет, то ему нужно будет посидеть в кресле 10-15 минут, либо прилечь на стол, полежать тоже 10-15 минут, потом аккуратно встать. Ну а теперь я хотел бы описать свои ощущения после массажа. Это ощущение тепла в районе шеи, затылка, в районе трапеций, в районе верха спины. Это тепло, которое разлилось по телу. Это трудно описать словами. Чувствуешь себя гораздо легче, как будто окрыленный. Хочется снова что-то делать, работать, радоваться жизни. Головная боль на данный момент отступила. Не знаю, повторится или нет. Ну, скорее всего, после курса таких вот массажей, направленных на устранение застоев в кровеносном, лимфатическом круге, боли перестанут беспокоить. Это пойдет на пользу. Ну, чувствую офигенно. Прям меня вообще плющит. Хочешь что-нибудь полезное сделать, там сбегать куда-то по делам. Восхитительно. Заценили? Понравилось видео? Поставь лайк. Зайди на массаж. Мы вас ждем. И друзьям тоже передавайте. Это просто так все называют. Типа я потренировался, у меня сейчас перетренированность, раз меня трясет. Коленный сустав работает. Ты максимально поворачиваешь тазобедренный свой сустав. И, ну, грубо говоря, вот в таком положении у тебя все, максимальная амплитуда его. Feel my heart, it's beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, but so lost. Сегодня в гостях у нас фитнес-тренер Дмитрий. Для начала мы измерили 2 размера по высоте. Это рост Дмитрия в расслабленном состоянии и рост Дмитрия при максимально выпрямившемся состоянии. Так. В покое 173 сантиметра. И 175,5, если Дмитрий выровняет. Сразу можем брать побольше крема. Вот, кожа будет хорошо впитывать. Для чего мы снимаем это видео? Мы как раз не просто так пригласили нашего друга, который фитнес-тренер. Что мы хотим показать? Мы хотим показать, что те люди, которые говорят, нам ходить на массаж не нужно, потому что мы занимаемся в зале, вот, их мнение как бы немного отличается с реалиями. Каждый, кто занимается, должен посещать массажиста. Это 2 дела между собой тесно переплетены. Почему так надо делать? Потому что пока вы занимаетесь, ваши мышцы растут, расти они могут неравномерно, они забиваются, ну и возникают всякие перекосы. Вот. После того, как наш гость пришел к нам, мы посмотрели на его спину, мы можем скорректировать его работу в зале, то есть посоветовать ему, чем ему заниматься. Так как его позвоночник в верхних отделах смещен в правую сторону, в сторону доминирующей стороны, может он даже смещен из-за поясницы. Скорее всего, это так, потому что
по большей степени часть таких проблем – это восходящие проблемы. Что могу сказать? Я наносил крем со стороны головы и по большей степени работал с левой частью. Перейдя к основанию спины, я начал работать с правой частью, и заметно мышцы правой стороны доминируют над левой. Вот. А в области ромбовидных мышц здесь достаточно все более печально складывается. Позвоночник прощупывается плохо. О чем это говорит? О том, что этим отделом мало кто уделял какое-то внимание. Ну, не в плане того, что сам наш клиент мало уделял внимания, а в плане того, что он, говорит, посещал массажиста, который не занимался. Ну, вроде он говорил про ноги, так что спишем на то, что массажист не уделял внимания ногам. Вот, если в этой проблемной области мы начнем делать разминания, они будут немного притуплены чувства. Вот, давайте дадим Дмитрию микрофон, и он нам порассказывает, что он чувствует в этот момент. Они притуплены, то есть сильнее я чувствую, когда чуть выше. Вот обратите внимание, наш клиент лежит равномерно, руки у него расположены в стороны, и справа и слева лежит он ровно, расслабленный. Мы видим, что справа рельеф в области ромбовидных мышц у него более просматривается, чем слева. Это говорит о том, что слева он не дорабатывает. Какие мышцы на ощупь у такого спортсмена? Вот если сравнивать их, можно сравнить с батутом. То есть такое ощущение, как будто ты пытаешься промять жестко натянутый батут. Нельзя сказать, что мышцы прям дубовые. Нет, они мягкие, но в этот же период они как с повышенной эластичностью. Вот такие.
bleed, it can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever. Это так, как тебе удобно, да? Да, я вот Не выпрямляюсь, да? Мгм. Да. Так, отходи. Чуть ниже. Так, давай, теперь встань, выпрямись. Бывает, что. Выпрямился? Да. Все, уходи. Ну, примерно как выпрямился. Разница полсантиметра. Но сейчас замерим, насколько он вырос. Так, методом обычной рулетки мы измерили, что разница между тем, что было в расслабленном состоянии и в расслабленном состоянии сейчас составляет 3 сантиметра. Вот старая метка. А разница в росте вырос он на полсантиметра. После массажа, после легкого массажа, без всяких там особых каких-то усилий. То есть 3 сантиметра в комфортном, вот он, вот нижняя метка. То есть его рост на данный момент составил в расслабленном состоянии 175,5 и 176, когда он полностью выпрямляется. При 173 в расслабленном и 175,5 в выпрямившемся состоянии. В этом видео покажем работу с ягодицами и бицепсом бедра. Итак, золотое правило для работы с нижними конечностями – это изначально мы греем поясницу. Прогрев поясницу, переходим к работе с ягодицами. Пиши свои комментарии, чтобы мы могли ответить на интересующие тебя вопросы. Также пиши, о чем хочешь увидеть в следующее видео.
Проработав ягодицы, переходим к работе с бедрами.
Спасибо, что досмотрел это видео до конца, поставил свой лайк и подписался на канал. С вами студия массажа «Левша», и сегодняшняя наша тема – использование дополнительного медицинского оборудования в массаже. Первое, что бы я хотел показать, и скорее всего самое главное – это тонометр. Тонометр позволяет измерить давление клиента и определить, можно ему проводить сейчас массаж или все-таки не стоит. Тонометр состоит из манометра со стрелочкой, резиновой груши для накачки, ушек, по-медицински называется фонендоскоп или стетоскоп, и манжеты, которые накладываются на руку пациента. В основном используются механические тонометры. Их главное преимущество над электронными более Привет, народ! Я мастер Евгений, тоже из студии массажа «Левша». Расскажу вам про такой инструмент, как банки. Они у нас силиконовые. Применяем мы его для антицеллюлитного массажа. Еще у нас есть электронный термометр. Измеряем температуру тела. Есть некоторые люди, у которых температура тела не отображается визуально. То есть, как нам известно, мы разогрели, появилась гиперемика, нам все понятно. Если гиперемия не появилась, мы можем использовать два варианта. Один – это термометр, второй – это тыльная поверхность ладони. Измеряем температуру, понимаем, что где мы не доработали, дорабатываем, догреваем. Либо, если все доработано, начинаем разминание. Термометр отложу в сторону. Поехали, расскажу вам про банки. Итак, банки. Банки силиконовые. Применяем мы их на животе, ягодицах, бедрах. Можем на руках. Для чего они существуют? В антицеллюлитном массаже есть несколько уровней проработки. Глубокая, поверхностная, средняя. Вот как раз банки занимаются средней и поверхностной проработкой кожи. Хорошо работать, но если банки свежие, только недавно купленные, они могут быть твердые. Те, которые пользованы какое-то время, они мягкие. Вот если вы посмотрите, если будет вам видно, можно крупным планом будет снять. Вот, банки. С банками понятно. Слово дальше Алексею. Следующий пункт, который мы хотим разобрать, это, естественно, крем. То, что помогает рукам скользить по коже, то, что делает кожу бархатной, шелковистой, упругой. И самое главное, ароматной и приятно пахнущей. То, что позволяет провести массаж легче, руки скользят плавнее, кожа становится ароматной, мягкой, более упругой. Вот мы работаем, например, с кремом Сиен. Крем имеет достаточно сложную крупнозернистую фактуру, позволяющую рукам массажиста более плотно работать с кожными покровами клиента. Следующим пунктом, о котором я вам хочу рассказать, это аромалампа. Создает настроение при помощи эфирных масел и свечей.
Эфирные масла имеют большое распространение, и их, в принципе, есть огромный выбор. Какими мы пользуемся, это по большей степени небольшой такой для нас стандарт. Это цитрусовые масла, пихтовые, ну и какие-то незначительные нотки, такие как барбарис. Что у нас еще есть? Что у нас есть? Жажаба, анис, лаванда, эвкалипт, бергамот, гвоздика, и чайное дерево. Аромалампа создает небольшое настроение, которое расслабляет вас. Тем самым сеанс массажа происходит намного качественнее, легче переносится вам после массажа и легче проводить массаж самому мастеру. Ему не столько приходится прикладывать усилий, потому что в большинстве случаев люди приходят немножко скованные, стесняются, они не понимают, что и как нужно лежать на столе. Вот, дальше слово Алексею. Еще один пункт, который я хотел бы с вами обсудить, это массажер для тела. Конечно, самый лучший инструмент для массажа – это руки массажиста. Но в некоторых случаях, когда имеется плотная мышца, которую тяжело разбить пальцами, либо фасция, которая находится в неудачном месте, неудачное крепление кости, вот этот вот массажер позволяет нам промять этот сложный момент. Следующий элемент, о котором я вам буду рассказывать, это антисептики. Мы пользуемся Трилокс и Бансалар и ветошь. У нас есть влажные салфетки и вот такие льняные сухие. Они же льняные. Еще я хотел бы сказать об очень важных вещах в массаже. Это полотенце, которое мы подкладываем под лицо, большое полотенце, которым укутаем тело, чтобы человек, лежащий на столе, не замерз, и одноразовые простыни. На этом наш выпуск подошел к концу. Пишите комментарии, оставляйте лайки, предлагайте что-то свое. Кстати, можно. Там только не убей меня. Ладно, ты говори, давайте. Все, Все, всем пока. Пишите комментарии, оставляйте лайки. Братишка, только не стукай. При помощи тейпов мастера Алексея воссоздадим образ грубой, забитой, непроработанной кожи. С вами вновь студия массажа Левша, и в сегодняшнем выпуске мы покажем вам, как забитая кожа мешает движению мышц. В теории тейпы будут ограничивать движение плеча, то есть мы будем клеить от дельтовидной мышцы до локтя. Можно, в принципе, доклеить до кисти, но предплечье мы не будем обклеивать, поэтому обклеим только плечо и наглядно уже покажем, насколько ограничивается движение мышц.
Этим самым мы воссоздадим теорию того, что забитая грубая кожа мешает движению всех мышц шеи, спины, ног и всего остального. Поехали посмотрим, что получилось. Итак, расскажу вам, как родилась идея с этим экспериментом. Еще год назад, когда мы только открывались, наших клиентов привлекали мы самостоятельно. Писали им в соцсетях, предлагали наши услуги, говорили: мы массажисты, вот умеем то-то, то-то, опыт такой-то, такой-то. И многие из людей отвечали, что они занимаются спортом, и массаж им в принципе не нужен. И я решил наглядно показать, как ограничение только кожи воздействует на работу мышц. Поехали. Итак, мы затейпировали плечо Алексея, и сейчас он продемонстрирует, как тейпы, наклеенные на трехглавую мышцу, ограничивают движение в бицепсе. Итак, вы наглядно видите, как ограничение кожи, то есть ее фиксация, напрямую связано с движением и подвижностью мышц. К примеру, люди, которые говорят: я типа занимаюсь спортом, мне не нужен массаж. Вот мы наглядно только что вам показали на этом эксперименте, что если кожа заспазмирована, и в ней есть застойные явления, а в ней есть, потому что их никто не разгоняет никуда, движение в этих мышцах, ход мышц затрудняется, будь то это спина, шея, либо другие, любые мышцы, ноги, руки. Так что если вы спортсмен, и вы убеждены, что на массаж ходить не надо только потому, что вы ходите в зал, меняйте это мнение, меняйте свое тело к лучшему. Всем добра. С вами была студия массажа Левша. Пока. Так, ну все, съемка у нас идет. Я что, я снизу снимаю видео? Не, нормас. Уже снимаем? Ну, мы снимаем или не снимаем, ты скажи. Я снимаю. Все, ништяк. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы... Ой-ой-ой, твою мать. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы... Ой-ой-ой. Жесть. Give it on. Anywhere you said, anywhere. Вот. Я так понимаю, обзор на крем закончился. Итак, что могу сказать про крем? Крем ароматный, хорошо впитывается. Вот. И, в принципе, хорошо стирается. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша.
Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы. Жесть! Здравствуй, дорогой зритель! Ты на канале студии массажа Левша, где мы рассказываем секреты в работе массажистов. И сегодня мы тебе раскроем небольшой секрет, который упрощает нашу работу. Но перед этим познакомим с нашими гостями Дмитрий и Таисия. Ну что, в этой великолепной студии мы находимся третий раз. Это великолепно, потрясающе, феерия, полный восторг. Мы в восхищении. У меня с начала пандемии проблемы со сном. Ну, как проблемы? Нет сна, нет проблем. Ну и, в общем, я спала плохо, очень плохо. Там таблетки снотворные. Оно, конечно, поначалу действовало, а потом перестало. Это было очень неприятно. И как удачно? Да, это не то, что удачно, это случайно скорее, но я очень верю, что Вселенная, она вся такая холистическая Вселенная, и ничего случайно на самом деле не происходит. И действительно, это не реклама и не антиреклама, но правда, вот уже, в принципе, после первого сеанса я целых 3 ночи спала без таблеток. А это, ребята, очень-очень большое достижение. Ну и, собственно, также было после 2-го и 3-го сеанса. И, в общем, не в последнюю очередь я рассчитываю, что у меня улучшится качество сна, потому что если вот вы все спите каждую ночь, вам меня не понять. Ну, потому что вообще сытый и голодный совершенно не разумеет. А если вы не спите, то, возможно, массаж будет одно из решений. Я, честно, не рассчитывала, не надеялась. Но в этом есть логика, потому что массаж – это тоже своего рода физическая нагрузка. И организм не настолько, а он устает, что ему ничего не остается, кроме как взять и просто уснуть. Не знаю, может быть, ну, как физическая нагрузка, грубо говоря, в тот же спортзал я хожу и достаточно стабильно. То есть, опять же, собственно, последний год, как вернули спортзалы после пандемии, я хожу, ну, там, что-то из серии от 4 до 6 раз в неделю. Здесь смысл в том, что нагрузка новая, она организму незнакомая. Потому что, когда ты начинала ходить в зал, это, может быть, у тебя состояние было лучше, или со сном проблем таких не было. И постепенно организм привыкает, а тут у него происходит такой культурный шок. Он не понимает, что ему делать, что происходит. Нет, ну, в общем, эта теория, она вполне себе, наверное, имеет место быть, но факт остается фактом. Я не специалист и даже, прости господи, не эксперт. Передаем привет всем. Да, передаем всем привет, всем целуем, любим. Ну, что еще могу рассказать, пока там вот мой оппонент собирается с мыслями. Оппонент. Также у меня есть проблемы, ну, помимо Протеже, да? всех тех проблем, что у меня Визави. есть. Мой визави, я понял. С височно-челюстным суставом. Не экономьте на врачах, девочки, мальчики. Выбирайте хороших и проверенных, иначе будете потом, как я. Но имеем то, что имеем. И, в общем-то, уже постфактум я сейчас наблюдаю с ортогнатолога, очень хорошего, правильного, грамотного доктора. И, в общем-то, он мне рекомендовал посещать массаж, в частности, ну, как рекомендовал, мне сказал, отходить курс вот этой веб-зоны шейно-воротниковой, кажется, так это называется. А тебе Алексей и Жень делали массаж шейно-воротниковой зоны или пока что еще нет? Ну, они мне делали же спину, и там была вот эта вот, как я понимаю, ну, то есть отдельно не делали, а смысл отдельно, если мы делаем все и сразу. Потому что хочу я, конечно же, все и сразу, если там нам говорили рассказать о каких-то ожиданиях. Ну и, в общем-то, действительно здорово, потому что вся вот эта вот челюстная конструкция, она тоже очень зависима, и там какие-то зажимы, ну, потому что я, как и все, веду дурацкий образ жизни, я неправильно сижу, неправильно лежу, и вот это все. Короче, реальная тема помогает, жить стало лучше, жить стало веселее. Да, стало откровением то, что можно сидеть неправильно, ходить неправильно, лежать Дышать неправильно, дышать неправильно. Скажешь, ведь это ты привел меня сюда, к этим потрясающим людям, мастерам, профессионалам, специалистам, болеющим за свое дело всей душой. С вами студия массажа Левша, ваш мастер Алексей. И сегодняшняя наша тема – как изменяется развесовка тела у человека в процессе жизнедеятельности.
какая часть тела берет на себя нагрузки гораздо больше, а какая меньше. Для того, чтобы определить, какая нога берет больше на себя нагрузки, мы воспользуемся весами, обычными, бытовыми. Посмотрим, на какой ноге нагрузки больше, и определим, какая сторона больше зажата. И обязательно это исправим. Лайкаем, подписываемся, и мы приступаем. Обрати внимание, что на левую ногу Дмитрий распределяет вес примерно на 8 килограмм больше, чем на правую. А это значит, что мышцы слева у Дмитрия будут намного спазмированы. Давайте проведем массаж и посмотрим, как изменится развесовка. После проведенного сеанса массажа развесовка у Дмитрия изменилась. Теперь на левую ногу перевес составляет 2-3 килограмма, а не 8, как было перед массажем. Пользуйся этим способом и расскажи о нем другим. Ну а на этом все. Спасибо за то, что просмотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами и не забудьте подписаться на канал. Me blue, the green monster of me. Head down, thoughts in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Tell me why you're love now. I'm just trying to give you time. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me why you're love now. I'm just trying to give you time. Сегодня у нас в студии массажа воздушная гимнастка, балерина, спортсменка и просто красавица. Маш, расскажешь о себе, как к нам попала, как узнала, что у нас есть такая студия массажа? Здравствуйте, Алексей. Как вы уже сказали, я воздушная гимнастка, работаю в цирке и пришла к вам на массаж. Проблем со здоровьем нет, но как спортсмен я должна периодически ходить на массаж. Это полезно для здоровья. Мария, вот нам приходят клиенты на массаж, они делятся на две группы. Одни люди были раньше, они знают, что хотят получить, другие никогда не были, не знают. Вот как человек, который ходит уже на массаж не один год, серьезно занимается спортом, вот, что вы могли сказать, какие плюсы дает массаж, почему стоит все-таки прийти? Мне кажется, что как спортсмен на массаж нужно ходить часто и уважительно относиться к своему телу. Обязательно, что с возрастом при высоких физических нагрузках, как у меня, например, тело после массажа очень легко поддается растяжке, легко реагирует на какие-то физические нагрузки, суставы лучше работают, хруст какой-то проходит. Вот. Поэтому на массаж нужно ходить обязательно. Ну вот сегодняшний сеанс, что вы хотели от него получить? С какими мышцами хотели, чтобы поработали? Какие плюсы, минусы? Я бы хотела массаж спины и, наверное, больше хотела бы, чтобы с шеей поработали, потому что у меня проблемы со сном небольшие, и у меня есть зажимы в шее.
Не забудьте подписаться на нас, поддержайте лайком, расскажите своим друзьям. И мы начинаем массаж. Your green eyes, they're off me, and it makes me blue. Your green eyes, they're off me. Hit the thoughts in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want you for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time. I want you for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. Love us will make this tough. I love you, you love I. But that's not always enough. Too much, I keep trying. I search for a way. You hold back, you're smiling. You hold back, you're crying. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where your love lies. I'm just trying to give you time. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where your love lies. I'm just trying to give you time. Seems to be me, seems to be you, seems to be both of us. Just tell me where your love lies. I'm just trying to give you time. Спасибо вам большое за массаж. Мне все очень понравилось. Обстановка очень комфортная. Чувствую себя замечательно, облегченно. Очень хочется спать. Вот. И приду еще обязательно. Спасибо. I'm just trying to give you time. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where your love lies. I'm just trying to give you time. Слушай, ну это вообще адски. Прет массаж. Прет массаж. Прет массаж. Left hand массаж. Вас удивим? Мы же не обычная студия массажа. Там. Мы не рассказываем там нудные истории про какие-то там, как вот там, какой крем там, какие нам надо выбирать. Там трусы одноразовые, там, Я утащил. какие нам надо шапочки выбирать. Мы же это, ну, не будем вам рассказывать. Конечно. У нас что-нибудь поинтереснее. Какой вам смысл это показывать? Веселее, наверное. Ничего страшного. Все будут думать все равно, что мы пьем какой-то вискарь. Суть не в этом. Короче, мы сегодня что придумали? Устроим жесткую ароматерапию. Вот сейчас Китайскими палочками. покажу вам палочки, аромапалочки. Мы сейчас их всех свяжем и подожгем. И ты смотри, что получится. 200 штук, не меньше. Ух, зажжем.
Да, вот сейчас свяжем палочки. Слушай, а чем вязать? На, У меня держи, ничего нет. лови. Ну, давай. О, зашибись. Погнали. Йо, все не так просто. Тестовый вариант? Ты думаешь, там больше 200? Я думаю, да. Ну, тут штук 50, наверное, этапов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот эта кусочка 10 штук. Ну да, штук 50-60. Ну что, я думаю, тестовый вариант. Да вяжи все прям. Прям все, бери целый пучок и это. Сейчас, все. И еще чуть-чуть. Последнее. Добавим немножко эфирных масел для большего эффекта. О! Друзья, эксперимент, к сожалению, пришлось прервать. Нас выкурила пожарная охрана. Не повторяйте такого дома. В следующий раз мы предпримем что-нибудь более безопасное. Да оно прям осело везде. Прям дышишь. Ну какой аромат. Сейчас немножечко посядет там в здании. Будет прекрасно. Дорогие друзья, рад вас приветствовать. С вами студия массажа Левша. И сегодня у нас будет специальное видео, посвященное массажу спины. Так называемый классический массаж спины. Я расскажу, как его выполнять, какие есть особенности, ну и кому он нужен. Поехали посмотрим. Итак, первым действием в нашем массаже это будет непосредственно нанесение смазывающего материала. То есть это либо крем, либо масло. Каждый использует в своей практике все, что ему удобно. Наносим легкими поглаживаниями. Как мы будем проводить наш классический массаж спины? Все очень просто. Он будет состоять из 4 этапов. Первый этап – это подготовительный. Второй этап – это среднеглубинный. Третий этап – это глубокий. И четвертый – заключительный.
Самый длинный это будет третий этап. На этом этапе требуется приложить немалые усилия для разогрева и прорабатывания самого нижнего слоя мышечной ткани, который по своей сути и отвечает за поддерживание позвоночного столба в должном вертикальном направлении. Этот этап, как правило, длится дольше всего, так как для достижения максимального эффекта требуются значительные временные затраты. После поглаживания переходим к такому приему, называется растирание. Для чего нам нужно растирание, я вам сейчас расскажу. Растиранием мы разогреваем верхние ткани, непосредственно подготавливаем их к работе. Во время растирания мы чередуем поглаживание и выжимание. Итак, показанием для проведения классического массажа спины могут стать различные гинекологические, неврологические и кардиологические заболевания, а также заболевания и нарушения функции опорно-двигательной системы, снижение эластичности и упругости кожи, снижение общего мышечного тонуса, нарушение клеточного метаболизма, синдром хронической усталости и боли в спине. Следующим приемом после растирания идет разминание. Разминание – это работа непосредственно с мышечной тканью. Существует два вида. Это продавливание или растягивание. Первые массажи проводятся в полсилы. Полсилы – это означает не вся ваша сила и ее половина. Это значит от той, с которой мастер прорабатывает ткани. Каждый мастер путем опыта и развития своего навыка учится применять силу. И если я говорю такую фразу, и меня слушают мастера, они меня поймут. Если вы смотрите мой канал, не имея какого-то специализированного образования, не принимайте это к сведению, потому что выполнять массажи, посмотрев наши ролики, я вам просто не рекомендую. Итак, друзья, если ваш клиент гиперемирован, доволен, а вы вспотели, значит классический массаж спины прошел удачно. Ставим палец вверх и смотрим наше следующее видео.
Мять. Мне люди говорят, некоторые специалисты, что у меня нет прогиба здесь. Это вообще, ну, правда? Вот может ли быть такое, что вот здесь не бывает прогиба? Он сказал, поехали. Всем привет, меня зовут Вероника Аксенова. Я пришла в гости в студию Левша, в студию массажа. Леш, вот скажи мне, пожалуйста, другие специалисты говорят мне, что у меня нет прогиба в пояснице. Что это такое? Я переживаю, думаю, как так я живу без прогиба? Прогиба не может не быть. Наверное, сейчас прям и покажем. Для того, чтобы увидеть, повернемся к камере боком. Когда ребенок учится сидеть, потом ходить, в позвоночнике появляется естественный прогиб. То есть он у меня есть? Конечно. Вот он, поясничный. Вот он, поясничный прогиб. Прогиб бывает два вида, ну именно физиологически. Это лордоз, кифоз. Лордоз прогиб вперед, это поясница. Кифоз назад, это грудной отдел. Вот сглажен он может быть, а отсутствовать он не может никаким образом. Значит, специалисты были неправы. Видимо, для красивого слова сказали. Для красивого слова. В общем, я очень рада, что у меня есть прогиб, что все в порядке, и я думаю, можем приступить к массажу. Садимся. Через хлопок? Он сказал, поехали. Хочется почувствовать легкость вновь, потому что массаж дает ощущение полета. Не вниз, а полет словно птица. Разум очищается, голос становится звонче. Бархат. Голос бархат. Борода растет. Борода растет усиленно. Особенно после массажа. Одним из достижений могу сказать, что мастер Алексей вытащил у меня мышцы из спины, как бы то ни звучало, которые находились в состоянии летаргического сна.
И буквально после нескольких сеансов эти мышцы проявились. Невозможный вулкан чувств и ощущений в мышцах, в связках, в сочленениях, в конечностях. Сухожилиях. В сухожилиях, подсказывают, спасибо. Потому что нагрузка новая, нагрузка под другими углами, и ты ощущаешь себя словно выплыл из бурного потока воды. Находишься где-то на пляже, рядом стоит котелок, варится чай, и ты наслаждаешься жизнью.
Я не придумываю. Просто вот расскажи, есть у тебя какие-то эмоции, что-то? Ну, я успокоился. А что, до этого нервный был? Нет. Что-то напрягало? Нет, просто очень как-то вот не расслабил, на самом деле. Может быть, я давно на массаже не был. Но такое ощущение, что я не то что поспал, а стал какой-то другой. Привет передать кому-то хочешь? Нет. Настолько успокоился, что не хочу. Но я очень верю, что Вселенная, она вся такая холистическая Вселенная, и ничего случайно на самом деле не происходит. И действительно, это не реклама и не антиреклама, но правда, вот уже, в принципе, после первого сеанса я целых 3 ночи спала без таблеток. А это, ребята, очень-очень большое достижение. Ну и, собственно, также было после 2-го и 3-го сеанса. И, в общем, не в последнюю очередь я рассчитываю, что у меня улучшится качество сна, потому что если вот вы все спите каждую ночь, вам меня не понять. Ну, потому что вообще сытый и голодный совершенно не разумеет. А если вы не спите, то, возможно, массаж будет одно из решений. Я, честно, не рассчитывала, не надеялась. Дамы и господа, вашему вниманию классический массаж спины. Первым проводится поглаживание. Но в нашей технике поглаживание мы немножко усовершенствовали. Это что-то между поглаживанием и растиранием.
into the infinite, into the I'm alive, and you're my vice. I surrender you and ice till we can't resist the tide. We'll keep falling into time, into the infinite, into the infinite, into the infinite. Вслед за поглаживанием идет растирание. Мастер показывает технику пиления. Кожная складка собирается между ладонями. Хваткообразное растирание. Into the infinite, into the infinite, into the infinite, into the infinite. Растирание введением складки. На видео мастер проводит разминание от креста к шейному отделу. Into the infinite, into the infinite, into the infinite. And I would rise, tired news around my eyes. Fake your plan and roll the dice as you make your sacrifice. I'm your muse and you're my rise to our favorite paradise. Take my hand, hold twice till we can't run out of time. Into the infinite.
разминание длиннейшей мышцы с обеих сторон. И завершим массаж выжиманием. Ну а тем, кто просмотрели видео до конца, мы рекомендуем подписаться на наш канал. Далее переходим к поясничной и ягодичной области. Для того, чтобы работать с нижними конечностями и ягодицами, необходимо проработать поясничную часть, для того, чтобы обеспечить нормальный лимфоотток от нижних конечностей к паховым лимфоузлам, поясничным. Значит, после работы с поясничным отделом, поясничной областью, после того, как мы прогрели, произвели небольшой отток лимфовой крови, мы начинаем работать с ягодичной областью. Работается все совершенно так же, как с остальными областями тела. Движение начинается с поглаживаний. Мы подготавливаем поверхность к работе. Мы пытаемся найти какие-то напряжения в мышцах. Если это восьмиобразное растирание, можно как захватывать всю ягодицу, так и частями. Те же самые пересекания.
С вами студия массажа «Левша». И сегодняшняя тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, ну и мастер Евгений тоже, это головные боли и массаж. Как массаж помогает при головных болях. Я сегодня побуду просто клиентом, которого беспокоят часто головные боли, а Евгений уже расскажет, как массаж помогает при них. В сегодняшнем видео мы расскажем вам про массаж шейно-воротниковой зоны, который помогает вам при мигренях. Как он будет происходить и почему именно он происходит в таком положении, в положении сидя, а не в классическом положении лежа. При положении сидя открываются углы для работы с шейным отделом позвоночника, что нам помогает создать более глубокую проработку. Массаж будет происходить в режиме седации, то есть наши движения будут медленные, глубокие, расширяющие сосуды для того, чтобы создать отток крови. Как нам известно, в большинстве случаев мигренозных болей головные боли возникают при застойном венозном кровообращении головного мозга. То есть венозного пучка больше, чем артериального. Опорожнение венозной системы происходит затрудненно по каким-то причинам. Из-за этого происходит застой и возникают вот такие вот мигренозные боли. А теперь сам массаж. Давай я покажу зрителям, как мы формируем нашу посадку. Подними немножко голову. Итак, для того, чтобы наш пациент смог принять положение сидя, такое удобное для нашей работы, мы специально под голову мы формируем из 2 подушек. Как это делается? На край стола мы кладем 2 подушки, примерно, чтобы они были на уровне подбородка нашего пациента или чуть-чуть ниже. Говорим, чтобы в край подушек наш пациент положил свой лоб. Так он сможет дышать нос ему не будет закрыт, а у нас откроется шейно-воротниковая зона для работы. Как мы работаем в данном случае? Основной рабочий процесс происходит непосредственно за спиной нашего пациента. Но также мы можем работать с разных сторон. То есть это с левого бока, либо с правого бока. Прогрев наши ткани, переходим к разминанию. Разминание проводим от головы
сторону спины. То есть выгоняя кровь от головы. По завершению нашего массажа нам нужно нашего пациента укутать полотенцем, немножко его примять и дать посидеть несколько минут. Отметим и предупредим нашего пациента о том, что после данного вида массажа могут возникать головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах. Если такое произойдет, то ему нужно будет посидеть в кресле 10-15 минут, либо прилечь на стол, полежать тоже 10-15 минут, потом аккуратно встать. Ну а теперь я хотел бы описать свои ощущения после массажа. Это ощущение тепла в районе шеи, затылка, в районе трапеций, в районе верха спины. Это тепло, которое разлилось по телу. Это трудно описать словами. Чувствуешь себя гораздо легче, как будто окрыленный. Хочется снова что-то делать, работать, радоваться жизни. Головная боль на данный момент отступила. Не знаю, повторится или нет. Ну, скорее всего, после курса таких вот массажей, направленных на устранение застоев в кровеносном, лимфатическом круге, боли перестанут беспокоить. Это пойдет на пользу. Ну, чувствую офигенно. Прям меня вообще плющит. Хоть что-нибудь полезное сделать, там сбегать куда-то по делам. Восхитительно. Заценили? Понравилось видео? Поставь лайк. Зайди на массаж. Мы вас ждем. И друзьям тоже передавайте. Это просто так все называют. Типа я потренировался, у меня сейчас перетренированность, раз меня трясет. Коленный сустав работает, ты максимально поворачиваешь тазобедренный свой сустав, и, ну, грубо говоря, вот в таком положении у тебя все, максимальная амплитуда его. Feel my heart, it's beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, but so lost. Сегодня в гостях у нас фитнес-тренер Дмитрий. Для начала мы измерили 2 размера по высоте. Это рост Дмитрия в расслабленном состоянии и рост Дмитрия при максимально выпрямившемся состоянии. Так. В покое 173 сантиметра. И 175,5, если Дмитрий выровняет. Сразу можем брать побольше крема. Вот, кожа будет хорошо впитывать. Для чего мы снимаем это видео? Мы как раз не просто так пригласили нашего друга, который фитнес-тренер. Что мы хотим показать? Мы хотим показать, что те люди, которые говорят, нам ходить на массаж не нужно, потому что мы занимаемся в зале, вот, их мнение как бы немного отличается с реалиями. Каждый, кто занимается, должен посещать массажиста.
Это два отдела между собой тесно переплетены. Почему так надо делать? Потому что пока вы занимаетесь, ваши мышцы растут. Расти они могут неравномерно. Они забиваются. Ну и возникают всякие перекосы. Вот. После того, как наш гость пришел к нам, мы посмотрели на его спину, мы можем скорректировать его работу в зале. То есть посоветовать ему, чем ему заниматься. Так как его позвоночник в верхних отделах смещен в правую сторону, в сторону доминирующей стороны, может он даже смещен из-за поясницы. Скорее всего, это так, потому что по большей степени часть таких проблем – это восходящие проблемы. Что могу сказать? Я наносил крем со стороны головы и по большей степени работал с левой частью. Перейдя к основанию спины, я начал работать с правой частью, и заметно мышцы правой стороны доминируют над левой. Вот. А в области ромбовидных мышц здесь достаточно все более печально складывается. Позвоночник прощупывается плохо. О чем это говорит? О том, что этим отделам мало кто уделял какое-то внимание. Ну, не в плане того, что сам наш клиент мало уделял внимания, а в плане того, что он, говорит, посещал массажиста, который не занимался. Ну, вроде он говорил про ноги, так что спишем на то, что массажист не уделял внимания ногам. Вот, если в этой проблемной области мы начнем делать разминания, они будут немного притуплены чувства. Вот, давайте дадим Дмитрию микрофон, и он нам порассказывает, что он чувствует в этот момент. Они притуплены, то есть сильнее я чувствую, когда чуть выше. Вот обратите внимание, наш клиент лежит равномерно, руки у него расположены в стороны, и справа и слева лежит он ровно, расслабленный. Мы видим, что справа рельеф в области ромбовидных мышц у него более просматривается, чем слева. Это говорит о том, что слева он не дорабатывает. Какие мышцы на ощупь у такого спортсмена? Вот если сравнивать их, можно сравнить с батутом. То есть такое ощущение, как будто ты пытаешься промять жестко натянутый батут. Нельзя сказать, что мышцы прям дубовые. Нет, они мягкие, но в этот же период они как с повышенной эластичностью. Вот такие.
Это так, как тебе удобно, да? Да, я вот пойду. Не выпрямляюсь, да? Угу. Да. Так, отходи. Чуть ниже. Так, давай, теперь встань, выпрямись. Бывает, что. Выпрямился? Да. Все, уходи. Ну, примерно как выпрямился. Разница полсантиметра. Но сейчас замерим, насколько он вырос. Так, методом обычной рулетки мы измерили, что разница между тем, что было в расслабленном состоянии и в расслабленном состоянии сейчас составляет 3 сантиметра. Вот старая метка. А разница в росте вырос он на полсантиметра. После массажа, после легкого массажа, без всяких там особых каких-то усилий. То есть 3 сантиметра в комфортном, вот оно, вот нижняя метка. То есть его рост на данный момент составил в расслабленном состоянии 175,5 и 176, когда он полностью выпрямляется. При 173 в расслабленном и 175,5 в выпрямившемся состоянии. В этом видео покажем работу с ягодицами и бицепсом бедра. Итак, золотое правило для работы с нижними конечностями – это изначально мы греем поясницу. Прогрев поясницу, переходим к работе с ягодицами. Пиши свои комментарии, чтобы мы могли ответить на интересующие тебя вопросы. Также пиши, о чем хочешь увидеть в следующее видео.
Поработав ягодицы, переходим к работе с бедрами. Спасибо, что досмотрел это видео до конца, поставил свой лайк и подписался на канал.
С вами студия массажа «Левша», и сегодняшняя наша тема – использование дополнительного медицинского оборудования в массаже. Первое, что бы я хотел показать, и скорее всего самое главное – это тонометр. Тонометр позволяет измерить давление клиента и определить, можно ему проводить сейчас массаж или все-таки не стоит. Тонометр состоит из манометра со стрелочкой, резиновой груши для накачки, ушек, по-медицински называется фонендоскоп или стетоскоп, и манжеты, которые накладываются на руку пациента. В основном используются механические тонометры. Их главное преимущество над электронными более Привет, народ! Я мастер Евгений, тоже из студии массажа «Левша». Расскажу вам про такой инструмент, как банки. Они у нас силиконовые. Применяем мы его для антицеллюлитного массажа. Еще у нас есть электронный термометр. Измеряем температуру тела. Есть некоторые люди, у которых температура тела не отображается визуально. То есть, как нам известно, мы разогрели, появилась гиперемика, нам все понятно. Если гиперемия не появилась, мы можем использовать два варианта. Один – это термометр, второй – это тыльная поверхность ладони. Измеряем температуру, понимаем, что где мы не доработали, дорабатываем, догреваем, либо если все доработано, начинаем разминание. Термометр отложу в сторону, поехали, расскажу вам про банки. Итак, банки. Банки силиконовые. Применяем мы их на животе, ягодицах, бедрах, можем на руках. Для чего они существуют? В антицеллюлитном массаже есть несколько уровней проработки. Глубокая, поверхностная, средняя. Вот как раз банки занимаются средней и поверхностной проработкой кожи. Хорошо работать, но если банки свежие, только недавно купленные, они могут быть твердые. Те, которые пользованы какое-то время, они мягкие. Вот если вы посмотрите, если будет вам видно, можно крупным планом будет снять. Вот, банки. С банками понятно. Слово дальше Алексею. Следующий пункт, который мы хотим разобрать, это, естественно, крем. То, что помогает рукам скользить по коже, то, что делает кожу бархатной, шелковистой, упругой. И самое главное, ароматный и приятно пахнущий. То, что позволяет провести массаж легче, руки скользят плавнее, кожа становится ароматной, мягкой, более упругой. Вот мы работаем, например, с кремом Сиен. Крем имеет достаточно сложную крупнозернистую фактуру, позволяющую рукам массажиста более плотно работать с кожными покровами клиента. Следующим пунктом, о котором я вам хочу рассказать, это аромалампа. Создает настроение при помощи эфирных масел и свечей. Эфирные масла имеют большое распространение, и их, в принципе, есть огромный выбор. Какими мы пользуемся, это по большей степени небольшой такой для нас стандарт. Это цитрусовые масла, пихтовые, и какие-то незначительные нотки, такие как барбарис. Что у нас еще есть? Жожоба, анис, лаванда.
эвкалипт, бергамот. Гвоздика. И чайное дерево. Аромалампа создает небольшое настроение, которое расслабляет вас. Тем самым сеанс массажа происходит намного качественнее, легче переносится вам после массажа и легче проводить массаж самому мастеру. Ему не столько приходится прикладывать усилий, потому что в большинстве случаев люди приходят немножко скованные, стесняются, они не понимают, что и как нужно лежать на столе. Вот, дальше слово Алексею. Еще один пункт, который я хотел бы с вами обсудить, это массажер для тела. Конечно, самый лучший инструмент для массажа – это руки массажиста. Но в некоторых случаях, когда имеется плотная мышца, которую тяжело разбить пальцами, либо фасция, которая находится в неудачном месте, неудачное крепление кости, вот этот вот массажер позволяет нам промять этот сложный момент. Следующий элемент, о котором я вам буду рассказывать, это антисептики. Мы пользуемся Трилокс и Бансалар и ветошь. У нас есть влажные салфетки и вот такие льняные сухие. Они же льняные. Еще я хотел бы сказать об очень важных вещах в массаже. Это полотенце, которое мы подкладываем под лицо. Большое полотенце, которым укутаем тело, чтобы человек, лежащий на столе, не замерз. И одноразовые простыни. На этом наш выпуск подошел к концу. Пишите комментарии, оставляйте лайки, предлагайте что-то свое. С этим можно. Там только не убей меня. Ладно, ты говори, давайте. Все, Все, всем пока. Пишите комментарии, оставляйте лайки. Братишка, только не стукай. При помощи тейпов мастера Алексея воссоздадим образ грубой, забитой, непроработанной кожи. С вами вновь студия массажа Левша, и в сегодняшнем выпуске мы покажем вам, как забитая кожа мешает движению мышц. В теории тейпы будут ограничивать движение плеча, то есть мы будем клеить от дельтовидной мышцы до локтя. Можно, в принципе, доклеить до кисти, но предплечье мы не будем обклеивать, поэтому обклеим только плечо и наглядно уже покажем, насколько ограничивается движение мышц. Этим самым мы воссоздадим теорию того, что забитая грубая кожа мешает движению всех мышц шеи, спины, ног и всего остального. Поехали посмотрим, что получилось. Итак, расскажу вам, как родилась идея с этим экспериментом. Еще год назад, когда мы только открывались, наших клиентов привлекали мы самостоятельно, писали им в соцсетях, предлагали наши услуги, говорили, мы массажисты, вот умеем то-то, то-то, опыт такой-то, такой-то. И многие из людей отвечали, что они занимаются спортом, и массаж им в принципе не нужен.
И я решил наглядно показать, как ограничение только кожи воздействует на работу мышц. Поехали. Итак, мы затейпировали плечо Алексея. И сейчас он продемонстрирует, как тейпы, наклеенные на трехглавую мышцу, ограничивают движение в бицепсе. Итак, вы наглядно видите, как ограничение кожи, то есть ее фиксация, напрямую связано с движением и подвижностью мышц. К примеру, люди, которые говорят, я типа занимаюсь спортом, мне не нужен массаж. Вот мы наглядно только что вам показали на этом эксперименте, что если кожа заспазмирована, и в ней есть застойные явления, а в ней есть, потому что их никто не разгоняет никуда, движение в этих мышцах, ход мышц затрудняется, будь то это спина, шея, либо другие, любые мышцы, ноги, руки. Так что если вы спортсмен, и вы убеждены, что на массаж ходить не надо только потому, что вы ходите в зал, меняйте это мнение, меняйте свое тело к лучшему. Всем добра. С вами была студия массажа Левша. Пока. Так, ну все, съемка у нас идет. Я что, я снизу снимаю видео? Не, нормас. Уже снимаем? Ну, мы снимаем или не снимаем, ты скажи. Я снимаю. Все, ништяк. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы... Ой-ой-ой, твою мать. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы... Ой-ой-ой. Жесть. Я так понимаю, обзор на крем закончился. Итак, что могу сказать про крем? Крем ароматный, хорошо впитывается. Вот. И, в принципе, хорошо стирается. Друзья мои, всем привет, с вами студия массажа Левша. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный крем фирмы... Жесть. Здравствуй, дорогой зритель. Ты на канале студии массажа Левша, где мы рассказываем секреты в работе массажистов. И сегодня мы тебе раскроем небольшой секрет, который упрощает нашу работу. Но перед этим познакомим с нашими гостями. Дмитрий и Таисия. Ну что, в этой великолепной студии мы находимся третий раз. Это великолепно, потрясающе, феерия, полный восторг.
Мы в восхищении. У меня с начала пандемии проблемы со сном. Ну, как проблемы? Нет сна, нет проблем. Ну и, в общем, я спала плохо, очень плохо. Там таблетки снотворные. Оно, конечно, поначалу действовало, а потом перестало. Это было очень неприятно. И как удачно? Да, это не то, что удачно, это случайно скорее, но я очень верю, что Вселенная, она вся такая холистическая Вселенная, и ничего случайно на самом деле не происходит. И действительно, это не реклама и не антиреклама, но правда, вот уже, в принципе, после первого сеанса я целых 3 ночи спала без таблеток. А это, ребята, очень-очень большое достижение. Ну и, собственно, также было после 2-го и 3-го сеанса. И, в общем, не в последнюю очередь я рассчитываю, что у меня улучшится качество сна, потому что если вот вы все спите каждую ночь, вам меня не понять. Ну, потому что вообще сытый и голодный совершенно не разумеет. А если вы не спите, то, возможно, массаж будет одно из решений. Я, честно, не рассчитывала, не надеялась. Но в этом есть логика, потому что массаж – это тоже своего рода физическая нагрузка. И организм не настолько, а он устает, что ему ничего не остается, кроме как взять и просто уснуть. Не знаю, может быть. Ну, как физическая нагрузка, грубо говоря, в тот же спортзал я хожу и достаточно стабильно. То есть, опять же, собственно, последний год, как вернули спортзалы после пандемии, я хожу, ну, там, что-то из серии от 4 до 6 раз в неделю. Здесь смысл в том, что нагрузка новая, она организму незнакомая. Потому что, когда ты начинала ходить в зал, это, может быть, у тебя состояние было лучше, или со сном проблем таких не было. И постепенно организм привыкает, а тут у него происходит такой культурный шок. Он не понимает, что ему делать, что происходит. Нет, ну, в общем, эта теория, она вполне себе, наверное, имеет место быть, но факт остается фактом. Я не специалист и даже, прости господи, не эксперт. Передаем привет всем. Да, передаем всем привет, всем целуем, любим. Ну, что еще могу рассказать, пока там вот мой оппонент собирается с мыслями. Оппонент. Также у меня есть проблемы, ну, помимо всех тех проблем, что визави. Мой визави, я понял. С височно-челюстным суставом. Не экономьте на врачах, девочки, мальчики. Выбирайте хороших и проверенных, иначе будете потом, как я. Но имеем то, что имеем. И, в общем-то, уже постфактум я сейчас наблюдаю с ортогнатолога, очень хорошего, правильного, грамотного доктора. И, в общем-то, он мне рекомендовал посещать массаж, в частности, ну, как рекомендовал, мне сказал, отходить курс вот этой вот зоны шейно-воротниковой, кажется, так это называется. А тебе Алексей и Жень делали массаж шейно-воротниковой зоны или пока что еще нет? Ну, они мне делали же спину, и там была вот эта вот, как я понимаю, ну, то есть отдельно не делали, а смысл отдельно, если мы делаем все и сразу. Потому что хочу я, конечно же, все и сразу, если там нам говорили рассказать о каких-то ожиданиях. Ну и, в общем-то, действительно здорово, потому что вся вот эта вот челюстная конструкция, она тоже очень зависима, и там какие-то зажимы, ну, потому что я, как и все, веду дурацкий образ жизни, я неправильно сижу, неправильно лежу, и вот это все. Короче, реальная тема помогает, жить стало лучше, жить стало веселее. Да, стало откровением то, что можно сидеть неправильно, ходить неправильно, лежать дышать неправильно, дышать неправильно. Скажешь, ведь это ты привел меня сюда, к этим потрясающим людям, мастерам, профессионалам, специалистам, болеющим за свое дело всей душой. С вами студия массажа Левша, ваш мастер Алексей. И сегодняшняя наша тема – как изменяется развесовка тела у человека в процессе жизнедеятельности. Какая часть тела берет на себя нагрузки гораздо больше, а какая меньше. Для того, чтобы определить, какая нога берет больше на себя нагрузки, мы воспользуемся весами, обычными, бытовыми. Посмотрим, на какой ноге нагрузки больше, и определим, какая сторона больше зажата. И обязательно это исправим. Лайкаем, подписываемся, и мы приступаем. Обрати внимание, что на левую ногу Дмитрий распределяет вес примерно на 8 килограмм больше, чем на правую. А это значит, что мышцы слева у Дмитрия будут намного спазмированы. Давайте проведем массаж и посмотрим, как изменится развесовка.
После проведенного сеанса массажа развесовка у Дмитрия изменилась. Теперь на левую ногу перевес составляет 2-3 килограмма, а не 8, как было перед массажем. Пользуйся этим способом и расскажи о нем другим. Ну а на этом все. Спасибо за то, что просмотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами и не забудьте подписаться на канал. The green eyes that are off me, and it makes me blue. The green eyes that are off me. Head down, thoughts in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. Сегодня у нас в студии массажа воздушная гимнастка, балерина, спортсменка и просто красавица. Маш, расскажешь о себе. Как к нам попала? Как узнала, что у нас есть такая студия массажа? Здравствуйте, Алексей. Как вы уже сказали, я воздушная гимнастка, работаю в цирке и пришла к вам на массаж. Проблем со здоровьем нет, но как спортсмен я должна периодически ходить на массаж. Это полезно для здоровья. Мария, вот нам приходят клиенты на массаж, они делятся на две группы. Одни люди были раньше, они знают, что хотят получить, другие никогда не были, не знают. Вот как человек, который ходит уже на массаж не один год, серьезно занимается спортом, что бы вы могли сказать, какие плюсы дает массаж, почему стоит все-таки прийти? Мне кажется, что как спортсмен на массаж нужно ходить часто и уважительно относиться к своему телу. Обязательно, что с возрастом при высоких физических нагрузках, как у меня, например, тело после массажа очень легко поддается растяжке, легко реагирует на какие-то физические нагрузки, суставы лучше работают, хруст какой-то проходит. Вот. Поэтому на массаж нужно ходить обязательно. Ну вот сегодняшний сеанс, что вы хотели от него получить? С какими мышцами хотели, чтобы поработали? Какие плюсы, минусы? Я бы хотела массаж спины и, наверное, больше хотела бы, чтобы с шеей поработали, потому что у меня проблемы со сном небольшие, и у меня есть зажимы в шее. Не забудьте подписаться на нас, поддержать лайком, расскажите своим друзьям. И мы начинаем массаж. The green eyes that are off me, and it makes me blue. The green eyes that are off me. Head down, thoughts in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time. Others will make this tough. I love you, you love I. That's not always enough. Too much, I keep trying. Search for a way. You hold back, you're smiling. You hold back, you're crying. I want your heart for myself. Won't let you go for anyone else.
I'm just trying to give it time. Seems to be me, seems to be you, seems to be both of us. Just tell me why you're not mine. I'm just trying to give it time. Спасибо вам большое за массаж. Мне все очень понравилось. Обстановка очень комфортная. Чувствую себя замечательно, облегченно. Очень хочется спать. Вот. И приду еще обязательно. Спасибо. I'm just trying to give it time. Слушай, ну это вообще адски. Прет массаж. Прет массаж. Прет массаж. Left hand массаж. Вас удивим? Мы же не обычная студия массажа там. Мы не рассказываем там нудные истории про какие-то там, как вот там, какой крем там, какие нам надо выбирать. Там трусы одноразовые. Там, Да, утащил. какие нам надо шапочки выбирать. Мы же это, ну, не будем вам рассказывать. Конечно. У нас что-нибудь поинтереснее. Какой вам смысл это показывать? Веселее, наверное. Ничего страшного. Все будут думать все равно, что мы пьем какой-то вискарь. Суть не в этом. Короче, мы сегодня что придумали? Устроим жесткую ароматерапию. Вот сейчас Китайскими палочками. покажу вам палочки, аромапалочки. Мы сейчас их всех свяжем и подожгем. И ты смотри, что получится. 200 штук, не меньше. Ух, зажжем. Да, вот сейчас свяжем палочки. Слушай, а чем вязать? На, Мне держи, ничего лови. нет. Ну, давай. О, зашибись. Погнали. Йо, все не так просто. Тестовый вариант? Ты думаешь, там больше 200? Я думаю, да. Ну, тут штук 50, наверное, это охапка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот эта кусочка 10 штук. Ну да, штук 50-60. Ну что, я думаю, тестовый вариант. Да вяжи все прям. Прям все, бери целый пучок и это. Сейчас, все. И еще чуть-чуть. Последнее. Добавим немножко эфирных масел для большего эффекта. О!
Друзья, эксперимент, к сожалению, пришлось прервать. Нас выкурила пожарная охрана. Не повторяйте такого дома. В следующий раз мы предпримем что-нибудь более безопасное. Да оно прям осело везде. Прям дышишь. Ну какой аромат. Сейчас немножечко посядет там в здании. Будет прекрасно. Дорогие друзья, рад вас приветствовать. С вами студия массажа Левша. И сегодня у нас будет специальное видео, посвященное массажу спины. Так называемый классический массаж спины. Я расскажу, как его выполнять, какие есть особенности, ну и кому он нужен. Поехали посмотрим. Итак, первым действием в нашем массаже это будет непосредственно нанесение смазывающего материала. То есть это либо крем, либо масло. Каждый использует в своей практике все, что ему удобно. Наносим легкими поглаживаниями. Как мы будем проводить наш классический массаж спины? Все очень просто. Он будет состоять из 4 этапов. Первый этап – это подготовительный. Второй этап – это среднеглубинный. Третий этап – это глубокий. И четвертый – заключительный. Самый длинный – это будет третий этап. На этом этапе требуется приложить немалые усилия для разогрева и прорабатывания самого нижнего слоя мышечной ткани, который по своей сути и отвечает за поддерживание позвоночного столба в должном вертикальном направлении. Этот этап, как правило, длится дольше всего, так как для достижения максимального эффекта требуются значительные временные затраты. После поглаживания переходим к такому приему, называется растирание. Для чего нам нужно растирание, я вам сейчас расскажу. Растиранием мы разогреваем верхние ткани, непосредственно подготавливаем их к работе. Во время растирания мы чередуем поглаживание и выжимание. Итак, показанием для проведения классического массажа спины могут стать различные гинекологические, неврологические и кардиологические заболевания, а также заболевания и нарушения функции опорно-двигательной системы, снижение эластичности и упругости кожи, снижение общего мышечного тонуса, нарушение клеточного метаболизма, синдром хронической усталости и боли в спине. Следующим приемом после растирания идет разминание. Разминание – это работа непосредственно с мышечной тканью. Существует 2 вида. Это продавливание или растягивание. Первые массажи проводятся в полсилы.
Полсилы – это означает не вся ваша сила и ее половина. Это значит от той, с которой мастер прорабатывает ткани. Каждый мастер путем опыта и развития своего навыка учится применять силу. И если я говорю такую фразу, и меня слушают мастера, они меня поймут. Если вы смотрите мой канал, не имея какого-то специализированного образования, не принимайте это к сведению, потому что выполнять массажи, посмотрев наши ролики, я вам просто не рекомендую. Итак, друзья, если ваш клиент гиперемирован, доволен, а вы вспотели, значит классический массаж спины прошел удачно. Ставим палец вверх и смотрим наше следующее видео.